Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня я хочу показать вам построение с нуля блузки, футболки, которые вы видите на мне. Давайте ее рассмотрим для начала. Значит, блузочка совершенно простого кроя, с цельнокроенным рукавом, немножечко с заниженной линией плеча, чтобы вот здесь не топорчилось. Я очень не люблю, когда здесь топорщится. Совершенно прямая по линии бока. И здесь вот одна есть такая изюминка, шов по центру полочки и переходящая в плечевой срез. И вот здесь не зашитое место, но это у меня не зашитое место, вы же можете все зашить до конца. Вы можете сделать, допустим, одну половинку цельную, а эту сделать сверху. Ну, понятно, да, надеюсь? В общем, сегодня мы будем шить, то есть будем строить такую блузку-футболку. Буду ли я ее сегодня шить? Возможно, да, но я не буду показывать это на камеру. Может быть, немножко, может быть, даже не немножко, а в подробностях покажу. То есть расскажу, как ее соединять, какие есть нюансы. Это у меня трикотажное полотно, достаточно такое плотное, но при этом мягкое. То есть не масло, точно. Как вот это вот объяснить? Наверное, ближе к джерси. Но опять же, джерси бывает разное. Джерси бывает грубая, бывает формодержащая, бывает очень плотная, а бывает такая мягкая, эластичная, пластичная. То есть вот это вот что-то такое среднее джерси. Она достаточно плотненькая ткань, но она при растяжении легко восстанавливается. И растягивается она не очень сильно, то есть она не такая прям эластичная, я бы сказала, больше пластичная. Поэтому вы выбираете для себя более подходящий вариант. Итак, я взяла кальку, то есть я строить буду на кальке. Мне нужно будет сначала построить полочку, то есть спинку. Для начала я буду строить спинку. Для спинки мне нужна одинарная, то есть у нас будет вот здесь сгиб, сразу можем написать. Достаточно будет половинки спины построить, и по ней мы уже будем строить полочку. А для полочки мне нужно будет двойную бумагу, чтобы она у меня получилась в развернутом виде, полочка. Итак, начнем. Значит, для начала от верхнего среза, у меня они, может быть, где-нибудь неровные какие-нибудь, я провожу прямую линию, и отсюда мы будем отталкиваться. По этой линии я сразу откладываю 8 сантиметров для горловины. Опять же, 8 сантиметров вы сейчас можете увидеть на мне, как это выглядит. Да, практически в шею, потому что у меня по базовой выкройке идет 7 с хвостиком. 7,25, я уже точно не помню, да. Ну вот для более такой свободы я решила сделать 8 сантиметров. То есть она как бы не слишком широкая горловина получается и не слишком впивается. Вниз я откладываю 2,5 сантиметра. Это можно сделать для всех размеров. Провожу сразу горловину, прорисовываю. Далее, опять же, от сгиба нашего, да, я откладываю половину ширины плеч. То есть вот так, от плеча до плеча мы измеряем с вами через 7-й шейный позвонок. Вот таким образом. Измеряем, делим пополам. Здесь я ничего не прибавляю. У меня это 19 сантиметров, откладываю вот сюда. От этой точки вниз я откладываю 2,5 сантиметра. Теперь через точку 2,5 от высшей точки плеча, вот она у нас, да, я провожу прямую линию, но до этой точки прямую, а дальше пунктирную, это у нас временная линия. Так, теперь от этой точки вниз я откладываю 3 сантиметра. Можно отложить 2, можно отложить 4, можно даже 5. То есть вот у меня, смотрите, 3 сантиметра я отложила. И прилегание вот этого шва достаточно хорошее. Да? То есть я не считаю, что нужно больше. Теперь от точки 2,5 до точки 3, назовем ее так, я провожу уже прямую линию. То есть вот эта линия плеча у нас уже остается. Теперь я беру уголочек и прикладываю вот таким образом уже вот к этой точке, то есть к этой линии плеча. Провожу пока не полную, то есть ну такую
произвольную линию. Давайте так сделаем. Я сейчас скажу не свои, как для примера, не свои данные. Чуть позже я озвучу свои данные и построю для себя. Но сейчас я взяла другой маркер. Значит, сейчас я озвучу данные, то есть как пример для фигур, у кого обхват бедер меньше, чем обхват груди, намного меньше, да, ну, допустим, вот, давайте возьмем так, у меня, допустим, обхват груди 110, а обхват бедер 98, да, ну, вот, чтобы разница чувствовалась. Значит, на уровне проймы, высоты проймы, вот я откладываю 19 сантиметров, провожу прямую линию, и 110 сантиметров я делю на 4, без прибавок. Здесь прибавки не нужны, потому что прибавки будут вот здесь вот заложены вот в этом, в рукаве, можно сказать, да. Значит, 110 сантиметров мы делим на 4, без прибавок, я уже сказала, получаем 27,5. На уровне высоты проймы я откладываю 27,5. И теперь по бедрам, ну, допустим, мы с вами определяемся с длиной от высшей точки плеча вниз, например, 65 сантиметров, да, значит, на этом уровне я откладываю, то есть у меня получается 98 сантиметров обхват бедер, я делю на 4, получаю 24,5, но к обхвату бедер мы должны сделать прибавку хотя бы 2, 3, 4 сантиметра, да, на свободу, чтобы она у нас здесь именно вот была свободна. Несмотря на то, что это трикотаж, я уже сказала, что он у меня не очень слишком эластичный, значит, 24,5, ну пусть я сделаю, допустим, 25,5, да, то есть по сантиметру с каждой стороны, вот тут. И у меня получится, я соединяю, пока, смотрите, пока я это делаю другим маркером, то есть вы это делаете карандашиком, потому что эта линия будет все равно, она вспомогательная, я соединяю две эти точки. У меня получается легкая трапеция вниз. Если же у вас обхват бедер больше, чем обхват груди, то есть это как стандарт считается, да, то тогда вы просто вообще не обращайте внимания на грудь, а берете только обхват бедер. Значит, у меня на сегодняшний день, как это ни странно, увеличились бедра аж на 2 сантиметра. Видимо, это мои занятия стретчингом все-таки дали результат, да, чего я и добивалась, в принципе. Значит, у меня на сегодняшний день 100 сантиметров обхват бедер. Я делю на 4 и делаю прибавку. Совсем небольшую. У меня, то есть я беру сейчас, я, наверное, также сделаю 1 сантиметр к 1/4, и у меня получается 26. И то же самое я откладываю на обхват груди, ну или вот здесь, где у нас мы прорисовали, да, линию груди, вот она точка. Значит, у меня получается обхват груди остался на том же уровне, 100 сантиметров, и обхват бедер у меня увеличился, я уже сказала, теперь тоже 100 сантиметров. То есть сейчас у меня сравнялись эти данные. Поэтому смотрите, я сейчас от низа вверх провожу линию, опять же пока произвольную, ну и я определила здесь длиной, у меня 65 сантиметров по спинке, да, по спинке у меня 65 сантиметров. Теперь вот эти две линии мы должны с вами просто мягко скруглить, смягчить. Как оно у вас тут получится, это уже, знаете, как получится, так получится. Как сделала, так и правильно. Главное, чтобы здесь не было вот так вот слишком острого угла. Можно сделать и вот так, да, то есть сделать более такую свободную. Ну, я думаю, что вот эта вот линия первая мне вполне подойдет. Итак, я думаю, что со спинкой все понятно. Я сейчас вырезаю спинку, и мы уже начнем по ней будем строить полочку. Кстати, в этом случае, в этой модели я не буду делать баланс по низу изделия. Здесь я сделала, но потом срезала, потому что, ну, получилось, что свисало. Поэтому, как бы говорю, не просто так, да. Поверху мы обязательно сделаем, по плечевому линию сделаем баланс. И этого будет достаточно.
Кстати, я думаю, что все-таки эту блузочку я сошью не из трикотажа, а есть у меня одна костюмка интересная, она тоже пластичная. Ну, в общем, посмотрим, да, я хочу попробовать, что получится, обязательно потом вам покажу. Итак, я беру свою спинку и прикладываю сгибом к сгибу. То есть здесь у меня по факту есть сгиб, да, вот он, а здесь у меня просто обозначен, что это будет сгиб. И выкладываю таким образом, чтобы у меня хватило вот здесь на баланс. Выкладываю и прижимаю. Вот, и либо утяжелителем можно, либо можно булавочками приколоть. Ну, я думаю, что утяжелителем их достаточно будет. Значит, линию низа я оставляю такой же. Линию бока я оставляю такой же. Я сейчас пока вот только меточками прорисовываю, да, что я потом проведу эти линии уже окончательно. Далее, вот эта у нас боковая линия тоже остается на месте. Линия низа рукава тоже остается на месте. Здесь мы будем менять только линию плеча. Значит, начало плеча остается на месте. Теперь мы с вами определяемся, то есть переносим ту высшую точку плеча и от нее приподнимаемся на 1/3 раствора нагрудной выточки. То есть в моем случае раствор нагрудной выточки — это разница между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии от высшей точки плеча. Я имею в виду, что мы спинку определяем не от 7-го шейного позвонка, а от высшей точки плеча. И обязательно, смотрите, вот этой рукой держим, а этой рукой измеряем. Если я измеряю таким образом, у меня получается 37 сантиметров. Если я измерю вот таким образом, то есть вот этой рукой, да, где у меня там метр, то я, получается, плечом рукой приподнимаю высоту своей спинки. И у меня получается 43 сантиметра. Представляете, какая разница? И я бы сейчас неправильно измерила, да? То есть, как измеряем спинку от высшей точки плеча, как измеряем полочку от той же точки через высшую точку груди и до линии талии. На талии завяжите шнурок, чтобы он там был. У меня тут пояс от брюк, поэтому я на него ориентируюсь. Итак, значит, мы с вами делим, то есть вот эту разницу, которую сейчас высчитали, делим на 3, и от высшей точки плеча я вот так вверх поднимаюсь, делаю баланс. Далее от горловины, вот она у меня горловина по спинке, да, вниз я откладываю, ну здесь у меня отложено 6 сантиметров, обратите внимание, прям глухая такая горловина, да, можно отложить побольше, можно отложить даже, наверное, 5, чтобы еще более было прилегающее. Нет, я возьму 6. То есть у меня будет то же самое, что и на этой блузки, которая на мне. Вот, прорисовываю я горловину для полочки. Теперь вот эта точка, где мы отмечали 2,5, она тоже у нас остается неизменной. То есть, ну, я, наверное, пока все еще вот этими меточками, да, прорисовываю. Я потом беру спинку и прорисую дальше. Теперь вот эту точку 2,5 мы к балансу, да, проводим уже прямой линией. В принципе, все. Полочка у нас тоже готова. Единственное, что мы сейчас ее развернем. Я ее сейчас вырежу сразу, чтобы она у меня была. Так, чтобы ровно вырезать, наверное, все-таки прорисую. Вырежу, и чтобы она у меня получилась в развернутом виде, ровненькая, да. То есть одинаково лево и право. Тут у нас никаких изменений не будет. Изменения будет только по центру. Все, вырезаю полочку. Кстати, вот эта линия, которая по центру полочки, да, по центру переда, она тоже может быть совершенно разной. Вы можете ее, допустим, сдвинуть на этот бок, вы можете сдвинуть на этот бок, вы можете вот эту часть сделать уже, шире. То есть здесь все, вот все, как вы думаете, как вы видите, как планируете, то есть все как хотите, да, как захотели, так и нарисовали. Вы можете нарисовать наброски на листе бумаги, просто на, я не знаю, в тетрадке, да, набросайте, нарисуйте вот эти все линии разные, да, и какая вам больше понравится, такую и сделайте. Итак, у меня готово.
все, пока убираю лишнее, разворачиваю свою полочку. Вот такая у меня получается полочка. Кстати, можно и на спинке тоже сделать по центру спины. Можно, если, допустим, вы не хотите вот такой вот мешок по центру спины, вы можете сделать на уровне длины спинки до талии. Вот у меня 37 сантиметров, допустим, да. Вы можете здесь сделать легкое приталивание. Ну, пусть это будет, допустим, вот до проймы, ну, грубо говоря, вот так вот, ну и примерно до линии бедер. То есть вы можете вот здесь сделать легкий прогиб по центру спины шов и сделать как бы приталивание. Но я этого делать не буду, мне в принципе устраивает то, что у меня сейчас на спине есть. Итак, давайте с вами подумаем, что нам хочется. Я сейчас прорисую то, что у меня здесь. Значит, я откладывала от плеча. Можно с этой стороны, можно с этой стороны, неважно. Я откладывала 7 сантиметров. И вот так по горловине я делала лучиками 7 сантиметров до какого-то момента, да. То есть вот начала прорисовывать, а дальше пошла уже, здесь уже, по-моему, у меня она пошире. Я уже точно не помню сейчас. Вот она пошла линия, да. Вот так вот. И она пошла к центру, и ровно по центру я разрезала. Что можно сделать? То есть как можно еще сделать? Кстати, вот здесь я ничего не вырезала, чтобы вот такая вот капля была. А это именно уже при оформлении, при ВТО я сделала, да, когда уже сшивала, соединяла изделия. Так, что еще можно сделать? Во-первых, можно сделать здесь, вот здесь побольше взять, а сюда сделать, допустим, поменьше, да? То есть тут уже будет зависеть от того, как вы хотите, вот где вы хотите расположить вот эту вот каплю. Можно наоборот сделать побольше, но вы здесь должны понимать, чтобы как бы, ну, не открыть ничего лишнего, да? Что еще можно сделать? Я уже сказала, что вот эту вот, допустим, мы с вами делим вот так вот пополам. Делим пополам половинки. Одна половинка будет цельной, допустим, а вторая вы просто приклеиваете вот сюда кусочек кальки, обрисовываете то, что вы нарисовали, и у вас получится просто с наложением, да, тогда вы можете и побольше ее открыть. Так, я уже другой маркер беру. Допустим, вот так вот вы открываете, вот так, допустим, да, вы открываете, и у вас получается, так, берем кусочек кальция. Получается, вот эта деталь у вас будет цельная, а вот это с наложением. Вы просто берете вот так и обрисовываете. Так, аккуратненько. Обрисовываете то, что вы тут нарисовали. Центр. Вырезаете. Получается, что здесь тоже у нас будет шов по центру полочки. Разрезаете вот так полностью по центру. И вот эту деталь просто приклеиваете вот сюда. То есть у вас получится одна деталь вот с этим вот хвостиком, а вторая деталь вот так вот, да. И вот это получится, вы вот когда будете сшивать, здесь, конечно, обработали красиво, аккуратно, будете сшивать плечо вместе вот так вот, у вас получится 3, вот здесь 3 среза. Вот. И получится вот такая, как, я не знаю, можно сказать, наверное, как кокеточка сюда пойдет. Ну, то есть это же как вариант, да. Я, значит, этого делать не буду. Я сейчас прорисую. Так, что я здесь хочу? Можно сделать ближе к центру. Но я, наверное, не хочу. Я хочу оставить так. Возможно, я все-таки сделаю вот так и с наложением. Нет, пусть у меня будет так. Значит, я, смотрите, оставляю что? Оставляю какие данные? Здесь 10 сантиметров, вот здесь 10.
Здесь уже пошла на 9. Вот здесь вот 9. Здесь тоже 9. Ну и дальше опять пошла на расширение, да. И здесь у меня будет... Кстати, здесь можно... Вот что я хотела, смотрите. Можно вот эту часть сдвинуть, да, как я говорила. Пусть она у меня сдвинется, допустим, сантиметров на... И вот эта деталька будет... Разрез, да, будет где-нибудь примерно посередине. Пусть у меня будет сантиметров на 7. Вот так. Вот видите, оно, все зависит от фантазии, да, как оно пошло, как оно в голове, что там происходит, непонятно. В общем, я вот так вот сейчас разрезаю. У меня будет одна половинка и вторая половинка без наложения. Все, убираю все свои фломастеры, маркеры и вырезаю, то есть разрезаю полочку на 2 части. Вот по этой линии, по новой. Иногда фантазия просто отключается, ее просто нет, и ты не знаешь, что делать, ты просто не представляешь, что у тебя в голове просто пусто. А иногда она просто, вы знаете, как бьет ключом, и ты не знаешь, какой вариант из них выбрать, из тех, что у тебя в голове. В общем, вот такие у меня получились 3 детальки. И я сейчас, наверное, сразу возьму, выберу ткань, посмотрю, как там, что можно разложить, и уже на ваших глазах начну кроить. Я покажу в телеграм-канале «Швейная продленка». Чуть позже, сегодня, наверное, уже не успею я отснять этот материал. Может быть, не сегодня, может быть, завтра. Я уже его отсниму, и подписчики телеграм-канала «Швейная продленка» его увидят. Вот. Смотрите, вот такая получается у нас блузочка.